полотенце мокрое, с меня капает. Саша врывается на YouTube в своем стиле. Если я приду после 12 ночи, Я с тобой больше не буду дружить. В Москве меня выгнали из 3 школ. тебе в политику надо. Я говорю, food vibes. Он что? Надо что-то делать, двигаться. Но кризис сейчас есть, цены пойдут вниз. 1-2 месяца на раскачку, и потом у нас будет все в шоколаде. Пока другие спят, we making money. Всем стоять! Странный 2020. О том, каким сложным и непредсказуемым был уходящий год для многих из нас, говорить, я думаю, не стоит. Интересно другое, что именно в этом году многие мои друзья, знакомые и клиенты открыли свой собственный бизнес. Причем сделали этот шаг именно те, кто давно мечтал о своем деле, но в другое, более позитивное время почему-то никак не решался. Сегодня я расскажу вам 2 истории о людях, которые стали предпринимателями в сложном 2020 году. Меня зовут Александра Менская, мы находимся на Кипре, и это второй Alive Talk. Старый город, исторический центр Лимассола. Мы здесь, потому что на этой улице недавно, в августе 2020 года, мои друзья открыли новый ресторан, новое место. И сегодня мы с вами посмотрим, как у них там все устроено. Драгон, привет! Здравствуйте, привет! Пожалуйста. Спасибо. Слушайте, это у вас очень инстаграмное место. Можно прямо вот сторис сделать на каждом сантиметре пространства. Кто придумал этот концепт, как он формировался? Концепт Аленка придумала, она как бы все это, что видно, это креативити, как это сказать. Ну, креативити. Творчество. Давай, Творчество, творчество, да. да. Да, мы это и хотели, инстаграмное место, чтобы люди приходили, уютно было, и чтобы фоткались. Нам иногда приходит какой-нибудь notification, то, что вас там отметили в каком-то там журнале онлайн, Да, и мы очень в шоке, приятно, то, что мы конечно. там топ-40 мест, где позавтракать в Лимассоле, и мы там на 4-м месте. Вы на 4-м месте Да. в топ-40 мест, где позавтракать в Лимассоле. Food Vibes. Когда я узнала, что вы открыли свой ресторан, я безумно обрадовалась, потому что я вам уже это рассказывала, потому что я знала, что вы давно хотели это сделать, уже несколько лет вы об этом говорили, и наконец-то вы решились. Почему именно сейчас? Почему именно в этом году? После этого карантина, да, посидели дома 3 месяца. Начал думать, почему работать за кого-то. Но если даже карантин, там, если свое, можешь как бы что-то поработать. Ну да, но просто вот в этой всей ситуации, как вообще люди обходились своими работниками многие, то, что все потеряли работу, ты понимаешь, что, ну, если бы ты сам на себя работал в этот момент, например, если бы у нас был бы ресторан, мы бы смогли дальше двигаться. Ты видишь чужие ошибки, и ты когда вот видишь, что кто-то делает не так, а можно так, а тебя спрашивают, а почему, если ты все знаешь, ну давай, сам делай это. Ну вот так и получилось, мы пошли. Старый город, все нормально. Все нормально. Это атмосфера. Рассказывай. Во время открытия у нас было очень много косяков. Мы Не очень... опыт, но это- Нет, не было опыта, и ты опыта, все сам. И, например, мы даже решили сами покрасить стены. Мы убили просто 2 недели. В этот момент мы уже платили аренду. То есть, если бы мы взяли там 3 человека, нам бы сделали за 3 дня, Который умеет это делать. которые умеют это делать, мы бы заплатили те же самые деньги, еще бы как бы 2 недели у нас было бы в запасе, потому что аренду мы уже в тот момент платили. И очень много таких моментов. Ну, в следующий раз мы будем делать все по-другому. Это опыт, это ошибки, на них учишься. К сожалению, на своих, но что делать? Привет. Мы сейчас находимся в Лимассоле. Это район Аяс Тихонос.
один из самых престижных районов. Мы на холме, следовательно, мы чуть дальше от моря, но здесь есть возможность насладиться каким-то видом. Не $1 000 000, но на 1800, я думаю, потянет этот вид. Сколько стоит эта вилла? Эта вилла стоит 5 миллионов евро. Здесь 6 спален, 6 bathrooms и куча всего еще в придачу. Джим, сауна, то есть все как надо. Мы выступаем как управляющая компания, мы заходим, мы берем объекты и там либо сдаем их, либо там просто поддерживаем в хорошем состоянии. Параллельно, когда я занимался миграционкой и продавал недвижимость, и я увидел эту нужду. Человек приезжает, он покупает и приезжает там через полгода, а все эти полгода квартиры стояли пустые, то есть никакой доходности там вообще речи быть не может. Мои клиенты паспортные, они говорили: давай, типа, мы не хотим там никому отдавать, пожалуйста, возьми эти объекты там в управление. То есть искали кого-то, кто бы мог о них позаботиться? Кому они могли доверять, то есть которые, кто был бы всегда с ними на связи, кто, ну, в основном доверие, да, то есть тот, кто мог это сделать на Кипре. Илья, подожди, я тебя сейчас прерву. Здесь у нас... Потому что вот это рай. Да, вот небольшая гардеробная. Ну, да, небольшая, но ну ничего, хорошая гардеробная. Ну, я думаю, вы с Сергеем здесь поместитесь. Ты возьмешь вот это все, а он возьмет себе вот это. Найдется другой шкаф для Сергея, отдельно в другой комнате. Ребята, а сколько вы здесь времени проводите сейчас? Вот как вот строится рабочий день? Во сколько ты сюда приходишь, открываешь ключиком дверь? Ну, наипозднее 7:30, как бы я уже здесь. Ну, где-то так. Но до этого идет, конечно, закупка. То есть Dragon у нас поднимается ни свет ни заря. Во сколько? Ну, в 6:30. 6, в зависимости. Какой день, когда надо да. закупаться, больше, если когда надо закупки, закупаться. если нет, то 6-6:30 где-то так. Ну а в связи с этим дома во сколько вы оказываетесь? Дома? В 11 часов. В 11-12 в зависимости. Ну, от клиента сейчас пораньше, конечно, потому что это комендантский час. Но так, в зависимости от клиентов. Ну, как бы, то есть мы остаемся до последнего столика, да, в принципе. Ну, там, если там заказал Кто-то сидят, да. Некрасиво выгнать человека 12 часов, конечно, там. Вы не выгоняете? Конечно. Нет, мы до последнего клиента, честно. Я когда писала интервью с Костей Кимом, он мне рассказывал, когда он работал в Бельгии в ресторане. И вот этот момент, когда уже все, почистили кухню, и приходит еще один клиент в 12 часов ночи, и все такие... Там. Вы ненавидели этих людей. Ненавидели. Просто я вот поняли, да? Не надо ходить вечером в ресторан. Это точно. Или вы такие: да, клиент. Нет, когда уже все почистил, закрыл, уже себя настроили идти домой. Но ты его обслуживаешь, Нет, ты его конечно, честно это... обслуживаешь. Даже если мы повара отпускаем, Dragon идет на кухню, он все сам готовит, все честно делает. То есть, если я приду после 12 ночи, например, я с тобой больше не буду дружить. Я получаю возможность отведать блюдо, приготовленное лично самим владельцем Food Vibes. Наверное, да. Наверное, да, если он будет в хорошем настроении, но не факт. Алена сказала, что она придумала название Food Vibes в душе. 2-3 дня думали. Не, неделю даже, каких 2-3 дня. Да. Везде думали. Аленка потом в душе дошло, говорит: Food Vibes, выбежает такая. Говорит, в полотенце мокрое, с меня капает. Я говорю: Food Vibes. Он: что? Я говорю: Food Vibes. Он: да, такой, Food Vibes. Мы начинаем как бы так. Dragon, вот надо сказать обязательно, на скольких языках ты говоришь, потому что ты немножко волнуешься из-за этого, там какие-то слова, но я знаю, что ты отлично говоришь на русском языке. Вот, на скольких еще языках ты иногда говоришь? проскальзывает какое-то... Да. Ну, непонятное сербское слово. Сербский, болгарский, английский, русский, греческий на 50 на 50, скажем. На 5 языках. Да. Ты знаешь 5 языков. Да. Ну, честно, вот респект, ты прям крутой. Спасибо. Дальше мы проходим в кухню. Здесь очень хорошие appliances, все Miele стоит. Все очень минималистично, красиво и со вкусом. Можно покушать там, когда идет дождик, можно покушать здесь, когда светит солнышко. Вот это очень крутая веранда, конечно.
Слушай, Илья, как ты попал на Кипр? Меня сюда привезли, я работал в большой компании, которая занималась программами инвестиционного гражданства. Моя карьера в этой индустрии началась на острове Сент-Китс-энд-Невис. Это Карибы. Там была программа, которая, то есть, вкладывая в недвижимость, ты получал и получаешь, до сих пор эта программа живет и радуется, получаешь паспорт Карибского острова. Извини, пожалуйста, для тех, кто не знает, чем может быть полезен, да, чем хорош паспорт Карибского острова? Паша Дуров там получил паспорт, Павел Дуров. Да. Оператор здесь, мы тебя заметили. И он даже знает, о чем надо. Да. Там, да, то есть по факту это такая бессрочная шенгенская виза. После того, как открылась Мальта и Кипр, поток на Карибские острова упал. Когда поток этот падает, ну, ты там либо катаешься на кайте, на серфе и смотришь на солнце, как делают это основные местные жители. И после этого... Многие мечтают жить. Ну да, но это было не для меня, да. Ты, получается, учился и в Швейцарии, и в Ирландии. Да. В Москве меня выгнали из 3 школ из-за поведения. И мама, спасибо моей маме, решила меня отправить в Ирландию. Как оказалось, когда я приехал на место, это была католическая школа, то есть при ордене, при францисканском ордене. И ну, я никогда не понимал то, что нужно уважать старших там именно в России. Как-то почему ты такой был? Ты из какой-то, ну, ты избалованный был или что? Возможно, избалованный, возможно, такое, ну, это не воспитание, а просто круг, в котором я крутился, да, то есть Ирландия дала мне вот чисто культурный шок, сделала меня полностью самостоятельным, то есть как бы чего моя мама и хотела, то есть она всегда говорила, ты должен быть самостоятельным. Но у тебя богатая семья, то есть она тебе деньги присылала или ты сам их зарабатывал? Ну, во-первых, то, что она позволила, могла себе позволить отправить сына на образование, одна заработать, это еще меня поддерживать, такого говнюка маленького там в этой Ирландии. То есть это, естественно, круто, то есть у нее были деньги, но это не были такие деньги, что как бы... Но она много работала, правильно? Да, она очень много работала. И, видимо, это как бы тоже отложилось на мне, то, что надо работать, надо что-то делать, двигаться. Первые деньги я заработал, мы с пацанами пошли нарвали цветов и несли их мамам. А я в итоге продал букет, пока шел. Ты нес своей маме, но ты его продал по дороге? Просто предложили сделку, и пришлось... Сколько ты заработал? Не помню, но это были маленькие деньги. Но я был счастлив, и тогда меня мама похвалила, потому что ты молодец, заработал первые деньги. У меня с детства была, я хочу быть бизнесменом, я хочу открыть свой бизнес, свой бизнес, свой бизнес. Но я не знал, что это такое, как это свой бизнес. Кто-то говорит, это придет, или какая-то идея у тебя возникнет, и все, ты поймешь, и ты займешься этим. Но по факту у меня случилось то, что просто вот этот сайд-бизнес начал набирать такие обороты, то, что нужно было этим заниматься полноценно, и в этом есть перспектива, и вот, собственно говоря, поэтому я туда и ушел. Сейчас у нас там около 40 объектов, которые мы держим в управлении. Основной всплеск вот этих инвестиций на Кипре был там 16-17 год. И сейчас то, что купилось, сейчас это достроилось в 19-м. Но ты сама посмотри, там вот эти все квартиры, ты едешь у нас в Лимассоле, там блоки стоят пустые. То есть ты вечером приезжаешь... та недвижимость, которую купили когда-то под паспортную программу, сейчас она просто кем-то обслуживается, возможно, кем-то не обслуживается. Да, это потенциальные твои клиенты. Да, то есть мы уже загружены до конца. Дальше план развиваться, набирать больше людей, именно чтобы растить это. Что мне интересно изучить, когда вот я общаюсь с вами, кто открыл бизнес в этом году. Все бизнесы, которые открывались до 2020 года, мы не предполагали, что может быть пандемия. Мы не знали, что такое коронавирус, мы не знали про локдаун. И никто не затачивал свой бизнес на такие проблемы. Это не было заложено в бизнес-концепцию. Те, кто открыл бизнес в этом году, вы уже знаете, то есть все человечество узнало, что вот такое может случиться. Что ты заложил в основу своей бизнес-концепции, если, конечно, это как-то повлияло, на то, чтобы твой бизнес был устойчив к подобным вещам в будущем? Я такой человек, если я делаю что-то и работаю с кем-то,
я всегда это делаю на перспективу, на долгий срок. Но свое планирование, свое развитие, именно свое развитие меня, моего бизнеса, там, других аспектов моей жизни, я не могу сказать то, что я как-то раньше делал какой-то long-term план, то есть долгосрочный план. Я больше такой краткосрочный человек. По идее, это всегда было плохо, но в 2020-м это оказалось, походу, не так уж и плохо, потому что никто не может сейчас делать какие-то долгосрочные планы. Если бы, наверное, не случился карантин, если бы этого все не случилось, мы бы, наверное, не открыли ресторан. Потому что мы бы работали на кейтерингах, я бы занималась дальше свадебной фотографией. То есть у нас не было надобности в этом. У нас был выбор или сидеть дальше грустить, и опять же, вот ему идти на работу, в сервис, мне возвращаться в фотографию, непонятно, когда я еще вернусь. Вот. Или открыть что-то свое и пытаться бороться. Конечно, это намного сложнее, чем работать на кого-то, это однозначно. Ты не спишь ночами, ты постоянно думаешь, как привлечь клиентов, как найти деньги, как вот это вот все. Это постоянно, это, наверное, такие нервы. И если бы мы открыли что-то большее, я бы просто не выдержала. Мы сначала искали кухню. Мы не искали ресторан, мы хотели кухню. Кухню, потому что у нас должен был быть очень хороший сезон. У нас было уже очень много кейтерингов, которые мы уже закрыли дату. В данный момент кейтеринги, они нам помогают держаться на плаву в этой ситуации. Потому что если бы мы занимались только рестораном, было бы сложновато сейчас. Вот это как раз ответ на мой вопрос, главный вопрос, что в основе бизнес-концепции бизнесов, которые открываются в такие времена. Мне кажется, в основе это именно то, что люди делают много направлений, что они не пытаются выстоять на одном направлении, они просчитывают несколько вариантов, и что будет хорошо работать, то и будет хорошо работать. Так, тут кабинет. Да, там мы оборудовали кабинет. Сейчас, опять же, люди приезжают из UK, хотят, потому что UK закрыли, Англию закрывают очень жестко. И опять пошел спрос наверх, чтобы приехать на Кипр и здесь жить там 6 месяцев или год. Слушай, ты так промотируешь Кипр, да? Это часть твоей работы? Или ты это искренне чувствуешь? Не, я это искренне чувствую, я обожаю Кипр. Это вообще, я пожил в разных странах, и мне кажется, Кипр это очень круто. Давай, где ты жил? Родился я в Москве, меня отправили в Ирландию. Я отучился в Ирландии, закончил школу, потом университет в Швейцарии, потом был St. Kitts and Nevis и Кипр. Получается 5. 5 стран. 5 и стран. Кипр самое лучшее место? Да. Честно, я тоже очень люблю Кипр. Я хотела тебе сказать, я вчера перед сном смотрела YouTube нашего общего знакомого, его зовут Александр. Да. Помнишь, мы с тобой обсуждали, как у него фамилия? Годовник. Да, Александр Годовников. Мы, кстати, оставим даже ссылку на его канал. Мне немножко не понравилось то, что у него там миксуются языки, он то говорит на русском, делает интервью, потом на английском, потом на греческом. Конечно, многие люди здесь знают все 3 языка, но если он все-таки создает контент для... Вот, Александр, пожалуйста, делайте субтитры, потому что многие люди, там, не знаю, из России, например, да, которые не знают греческого языка, они тоже хотят посмотреть и узнать про Кипр больше. Вот, они не могут этого, к сожалению, сделать, поэтому одно только замечание. Саша врывается на YouTube в своем стиле. Всем замечание, всем стоять. Нет, на самом деле я хочу сказать о том, что он такой молодец просто. Вот и так мало качественного контента про замечательный Кипр в YouTube, и это так здорово, то, что он это делает, и я прям вот я думаю, что мы все должны его поддержать, и вообще это прям очень круто, когда кто-то промотирует Кипр. Я думаю, что это нам всем очень выгодно, чтобы сюда больше приезжало людей, больше инвестиций. Ваша сфера в этом году, конечно, удар за ударом, так можно, да, сказать. Первое – это коронавирус. Второе – приостановлена паспортная программа, инвестиции в обмен на гражданство. И я вижу, что сейчас застройщики и девелоперы, понимаешь, они разделились. Вот что я тебе скажу. Потому что кто-то из них говорит мне: у нас все отлично, мы переключились на внутренний рынок, и у нас все хорошо. Кто-то очень сильно расстраивается. То есть разделились мнения. Скажи, на самом деле, есть какой-то кризис сейчас в этой отрасли по-настоящему или же нет? Как ты это видишь изнутри? Период тяжелый, но были и тяжелее, да.
Конечно, приостановка этой... политику надо. Да. Но кризис сейчас есть, цены пойдут вниз. Что ждать? Ну, надо посмотреть, я думаю, февраль-март следующего года. И просто, понимаешь, если нету сделок, там даже смысл скидывать эти цены. Окей, они скинут, они упадут там. Но я не вижу таких падений 50%. Такого не будет. Конечно, цена откорректируется как-то. Но вот такие виллы, да, допустим, они в группе риска. Потому что это чисто лайфстайл. То есть вот это покупать как инвестицию нет. Но если ты сделал ее качественно, красиво, с умом, то ты можешь найти такого покупателя. Кто здесь захочет жить? Да. Первый бизнес, да? Какие самые большие сложности? Мне кажется, у всех предпринимателей сложности одни и те же. Какие вот у вас? Бизнес-план у нас был очень радужный. В 2020 году вы открывались, да? Да. Расскажите про ваш Я бизнес-план высылаю радужный. маме бизнес-план, я говорю, мам, она говорит, сколько, говорит, 120 тысяч за первый год, она говорит, ты чё, говорит, ты нормальная? Я говорю, Драгон сказал, что у нас в день будет столько клиентов, понимаешь? У нас было видение изначально, что у нас будет full. Мы как бы не понимали, что надо столько, надо год, полгода ресторану, чтобы он, развился до своих нормальных. Ресторан, если до 6 месяцев, после 6 месяцев ты на нуле, это окей. Ты хорошо Но это мы работаешь. понимаем только сейчас. Да. В момент бизнес-плана мы понимали, что не 1-2 понимали месяца этого. на раскачку, и потом у нас будет все в шоколаде. У нас 3 в компании, мы работаем втроем. Нам сейчас пока не нужен еще один То есть человек. вас двое и И шеф-повар. повар, да. Шеф-повар у вас, конечно, бомбический, ему привет огромный. Очень крутой. Надо его да. обязательно снять, тоже показать. Надо. Не любит камеру. Не любит Не камеру? любит, но он очень переживательный. Если у нас там какой-то день, что у нас нету клиентов, он расстраивается, он сидит там, вот еще бы еще один столик, было бы хорошо. То есть мы к нему с душой, он к нам с душой, так что у нас все сложилось, я думаю. Ну, то есть проблема с сотрудниками и так далее, с кадрами у вас пока не коснулось, у вас пока все... Слушай, я думаю, не коснется, потому что у нас есть Драгон. Мне кажется, это один из лучших людей на Кипре, который может сформировать крутую команду. Ну, Драгон, расскажи тогда, поделись секретом. Там секретов нету, просто надо уважение людям, которые работают, которые для тебя, они тебе приносят деньги. Хорошо, но было ли у тебя такое когда-то, что ты слушаешь, ты идешь навстречу, а в ответ к тебе с другим идут? Конечно, люди разные. Было один раз, то, что я пришла к нему на работу, и он был раздраженный на человека. То есть он всегда настолько дружелюбный, как бы добродушный, всегда всех поддержит. В чем секрет? Ты медитируешь или что? Что ты делаешь? Расскажи. Готовлю. Это моя медитация. Класс. Это очень круто. Какие риски? Да. С чем ты столкнулся? Самые вот там большие сложности? Вот когда ты работаешь где-то, у тебя есть какая-то стабильность, да, подушка, там, зарплата. Это и ты плюс еще где-то зарабатываешь на своем бизнесе. Это одно. Когда ты убираешь эту подушку, а ты же ушел с основной работы, ты надеешься только на себя. Вот. Ну, мне повезло, то есть у меня все мои начальники, они меня много чему научили. Когда у тебя есть над тобой босс или там корпорация за тобой, у тебя есть там база юристов, база бухгалтеров, и ты не сталкиваешься с этими вопросами, как юридическими, бухгалтерией и так далее, так далее. Когда ты выходишь один, то есть тебе надо так, окей, у меня есть юристы, да, но тебе нужно работать постоянно, налаживать эту, как это будет работать вся схема, с теми же юристами, с теми же бухгалтерами. Когда у тебя случается какая-то проблема, ты должен ее пойти и сам решить. Все на тебя валится, и твой день нереально загружен. И основное это, опять же, ставить приоритеты, планировать свое время. Но если у тебя в приоритете какие-то вопросы срочные, то у тебя мелочь отпадает на задний план, и ты потом там через неделю ты смотришь, у меня столько мелочей, мне еще там надо 2 недели, чтобы... И мелочи, я не знаю, сейчас, опять же, вот это какой-то год, мне кажется. Эти все правительственные органы, они там half-staff, да, то есть у них половина людей. Банки сидят, половина стаффа. Все замедлились. Просто нереально. Вопрос, который ты себе задаешь, то есть я это сейчас делаю, я стрессую, я трачу огромное количество сил,
ну, а хватит ли мне на это все здоровье, понимаешь? Не то, что как бы тьфу-тьфу, я очень здоровый молодой парень, но как будет, если это 10, 15 лет, 20 лет? В идеале, конечно, я бы не хотел бы еще там 10-15 лет работать, но именно в таком формате, как я сейчас это делаю. Я недавно разговаривала с одним своим клиентом об этом. Он крупный бизнесмен. Мы разговаривали с ним о том, что вот бизнес — это такой марафон. И, то есть, ну, то есть ты должен распределять силы. Да, нельзя упахиваться на старте, иначе будет... Не, ну у тебя есть какие-то проекты, ты там ставишь на них приоритеты, ты добиваешь их, и у тебя сразу ты вот только добился, поставил цель, у тебя сразу другая цель. И это, то есть это драйв, это кайф, мне это нравится. Ты мне позавчера позвонил и спросил: ну что, ты победила свою утреннюю рутину? Да. И я говорю: ну а ты как? И ты мне рассказал, что там я помедитировал, я почитал, я походил, там, побегал с собакой и так далее. Расскажи про это. Как ты себя наполняешь этой энергией? Надо настраивать себя на что-то, да, то есть и, я вот просто решил, да, то, что надо, типа, сделать себе morning routine. То есть надо вставать раньше всех, чтобы делать больше всех, потому что пока другие спят, we're making money. А сколько ты встаешь? Ну, в идеале в 6:30. Я встаю, я завариваю чай с жасмином, читаю книжку, там, от 20 до 30 страниц, как получается. Потом я иду медитирую, и как раз уже там... ну, как ты медитируешь? Есть приложение Headspace. Ты его включаешь и да, просто ты там садишься? покупаешь подписку. Медитация это какая-то вообще, то есть ты остановился, ты просто вот все, ты дышишь, ты там открываешь глаза, у тебя другие цвета, ты по-другому чувствуешь свое тело, и уже дальше ты можешь как-то плавнее, да, то есть и грамотнее принимать какие-то решения. Ты не такой, ну, как на стрессе. Ну что ты себя настраиваешь? Все мои дела, которые я для себя там поставил цели, я должен их достичь. Давайте сейчас проведем небольшой тест. Ну, вы пара. Для тех, кто не знает, вы пара. И вы при этом партнеры. Правильно? У вас же это партнерский бизнес. Давайте выясним, кто из вас главный в этом бизнесе. Так, у кого диджипас или счет от нетбанкинга? Хорошо, хорошо. У кого ключи от кухни? От ресторана? Ну, если надо, они будут у меня. Не, на самом деле, ну да, у Драгона, конечно. Ладно. У кого контрольный пакет акций или я не знаю, как у вас это Слушай, устроено? нет, мы это, ну, у нас как бы мы об этом на самом деле не думали в свое время, то есть для нас это не важно. Вместе боремся, но это, ну, то есть тут не в бумажках дело на самом деле. Все равно будет свадебный контракт. Хорошо, хорошо. Сейчас самый главный вопрос. У кого пароль от Инстаграм? Под Инстаграмом. Она занимается, но она как маркетингом занимается. Мне это неинтересно. Ты как считаешь, вот этот Инстаграм, вот это развитие именно в соцсетях, вот этот контент, который делается, да, например, вчера мы заходили, Алена фотографировала чай, да, ты знаешь, как готовить, но теперь, когда ты это видишь, как это все работает с Инстаграм, социал-медиа, ты считаешь, это помогает развитию бизнеса? На самом деле есть очень много хороших ресторанов и хороших заведениях, просто у них нет или хорошей рекламы, или не знаю. Фотографий нету хороших, вкусных. Люди не узнают. Слушай, у нас бывает, что приходят люди, вот так вот открывают свой Инстаграм, нас находят и говорят: а можно мне вот это вот? То есть они даже меню не смотрят, они по фотографиям заказывают блюда. Пришли по Инстаграму покушать. То, что они увидели в Инстаграме, да. А насколько сейчас компании, которые занимаются недвижимостью, активно ведут Инстаграм, выкладывают видео в YouTube? Насколько это вообще работает? Или все-таки по-прежнему это сфера, в которой работает только личный контакт и так далее? Но это обязательно личный контакт. Одно другому не мешает. Да, но люди пошли сейчас в Инстаграм. Ролики, то, что мы делали для Пандомуса, блин, это вообще, ну, то есть, как бы, мне кажется, мы сделали это очень правильно. В правильный момент они как раз подошли, как раз-таки вот к локдауну они вышли, если не ошибаюсь, и мы начали их крутить.
И люди заметили. Я вижу то, что люди начали повторять, копировать, и это круто. Насколько консервативно? Да, очень консервативно, потому что никто не знает, как это правильно делать. Но, допустим, там вот в Нью-Йорке, в Нью-Йорке вроде, Райан Серхант, это топовый #1 real estate agent в Штатах. И вот он чем занимается? Он активно YouTube. Конечно, у него там параллельно вот эти купите мой курс, там, как продавать, но он очень грамотно, он делает это персональный контакт, то есть он главное лицо, и он делает блог про недвижимость, и он один из топовых в этом. И это работает. Это работает, есть определенные лиды, у нас тоже были лиды там через соцсети. Для того, чтобы показать свой бренд и для того, чтобы отметиться, да, на карте вот это огромный девелоперов, чтобы выскочить из всех этой группы ребят, сделать классный контент, это просто ворвется и будет круто. Ну и опять же, возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали, мне кажется, очень здорово и очень мы должны показывать, какой Кипр прекрасный, и делать такую крутую диджитал-витрину острова. Я не надеюсь, я уверен, что вот у тебя с твоей командой все это получится как ни у кого лучше, лучше всех получится. Конечно. Драгон, какое блюдо свое ты считаешь своим шедевром? Лично моих блюд еще нету. Не, ну почему? Сербский, у нас вот есть сербский бургер. Да, он очень крутой. Но это ты же мясо нашел, собрал по частям с того рецепта что-то, с этого рецепта что-то, и он соединил. Да, все правильно, но... Скромненький такой. У вас тут, как знаете, как будто мы к вам пришли в гости просто. Вы такие классные хозяева. Давайте чирс сделаем, и ребята просто попробуют ваши брускеты, потому что я чувствую на себе вот эти взгляды, и я считаю, что пора, просто пора. Давайте, за вас. Конкурс, значит, вы рассказывали, и я сама попробовала, мы все сейчас в перерыве попробовали, вся команда попробовали ваши брускеты. И в них был ваш супер секретный соус, фирменный соус Food Vibes. У нас есть конкурс. Для тех, кто придет сюда, Food Vibes, попробует ваш соус, попытается отгадать 5 основных ингредиентов. Достаточно? Сколько их там всего ингредиентов? Очень много. 12, примерно 12-15. Нет, так. 12 так что выбор есть. Надо постараться. 5 основных ингредиентов фирменного суперсекретного соуса Food Vibes. Для этого, еще кроме этого условия, надо подписаться на Инстаграм ребят, подписаться на мой Инстаграм, подписаться на наш YouTube-канал и оставить в комментарии список ингредиентов суперсекретного. Думают, что... Да. Что мы за это подарим? Подарим ваучеры 30 евро, это примерно... Завтрак на двоих. Завтрак на двоих. Да. С шампанским. С бокалом шампанских от заведения. Финальный вопрос. Как ты видишь свой бизнес через 5 лет? И если ты представишь, что у тебя это все уже есть, у тебя все то, о чем ты мечтал, что ты себе советуешь в этот момент? Это, может быть, стрёмно звучит, но я бы хотел выйти на пенсию через 5 лет. То есть, работать, но, наверное, я не смогу не работать. Но просто выйти на пенсию, чтобы не думать о том, как это растить и как это дальше развивать, чтобы оно было настолько большое, что не нужно было... То есть нужно было бы решать вопросы по сохранению бизнеса. А не по росту? Да. То есть через 5 лет твой бизнес вырастет максимально, и ты будешь просто поддерживать. Да. Как к этому прийти? Больше спать, заниматься спортом, меньше стрессовать, потому что все проходит. То есть любой косяк, любая стрессовая ситуация, она там не завтра, послезавтра она пройдет. Со мной работала коуч
2 года назад, и как раз она сделала для меня вот это упражнение. Она говорит: Саша, ну представь, что там через 5 лет, что ты хочешь. Я представила, значит, это все. Она говорит: давай, дай себе совет. Я сказала, что я хочу пожелать себе не расстраиваться из-за ежедневных сложностей и трудностей, потому что они все равно так или иначе решатся. Но понять, куда я иду, и каждый день делать маленький шаг в этом направлении. Да, это то, что надо делать. Даже если ситуация стрёмная, если у тебя все равно должна быть цель. Опять же, может быть, это офф-топик такой, но всем там близким, своим старшим товарищам, друзьям, вот как бы я всегда желаю, чтобы у всех, у меня, там, у тебя была цель, куда ты можешь двинуться, ты на нее будешь смотреть, и ты будешь понимать: окей, я двигаюсь в том направлении, то, что сегодня у меня какой-то косяк и стресс, завтра он решится. Условия нашего конкурса. Напишите в комментариях, с какой сложностью столкнулся ваш бизнес в 2020 году. Да. И самое крутое, необычное решение. Неожиданное, которое прорвало и открыло новую возможность на будущее. Да, этой проблемы вы нашли. Тем, кто напишет самый классный комментарий, будет подписан на Инстаграм Ильи, на мой Инстаграм, на наш YouTube-канал и напишет самый интересный комментарий, который выберет Илья. Ну и, конечно, Несо ему поможет. Мы подарим тому человеку что? Давайте подарим книгу, мне кажется. Этому человеку Илья подарит свою книгу, свою книгу с пометками. Да, с пометками. Илья ретроград, он читает бумажные книги. Да, и это очень круто, и там хорошая энергетика будет в этой книге, хорошие пометки. Вот, я думаю, это будет полезно кому-то. Супер, ну все, то есть книга в подарок за самый лучший комментарий. Спасибо. Создавая этот выпуск, мне хотелось его сделать добрым, позитивным, поддержать наших коллег и рассказать о том, какие они молодцы. И, может быть, вдохновить кого-то, кто посмотрит это видео, на открытие своего бизнеса, кто знает. Пишите, что вы думаете в комментариях, участвуйте в наших конкурсах и, конечно, подписывайтесь на наш канал, потому что мы для вас готовим новые видео. Пока!